Ой, и тявунь, дорогой мой совенок, а также остальные совушки и путники, кто заглянул сюда. Неужели это свершилось? Наконец-то! 2024 кончился! Finally! Этот долгий и очень тяжелый год подошел к концу. Признаюсь, этот год стал первым в моей жизни, когда я реально без шуток считала дни до его окончания, как только он еще начался. Ну и на такое важное событие обязательно нужно собраться всем эфиром и подвести ежегодные итоги. Не успел 2024 год еще начаться, как в декабре 23-го я уже столкнулась с настоящим позором на День Арта 23 декабря. И еще тогда я поняла, что это очень дурной знак. Этот случай открыл череду фейлов и пролетов на эфире на весь 24-й. Что там я сказала в новогоднем видео минувшего 23-го? Впереди новый 2024. И если меня не обманывают мои чувства, то новым будет он не только потому, что подходит к концу уходящий год. Ой, чувствую, будет весело. И слова мои вовсе не сарказм. Еще никогда я так феерично не ошибалась. Ждала сказку, а получила настоящий трэш. Если описать 2024 год в двух словах, то для меня 2024 год – это год говна и нейросетей. Ой, не надо было встречать этот год под песню «Говновоз». Ведь как встретишь год, так его и проведешь. Встречала я этот год еле-еле, успев сдать новогоднее видео и клип. Результат? Весь год я была уставшая, ничего не успевала и кое-как прыгала в последние сроки. В начале года я, несмотря на небывалую нагрузку, еще кое-как пыталась держать планку выхода контента. Однако ко временам ностальгии уже стало понятно то, что эфир столкнулся с кризисом и нужно было что-то менять. И я взяла курс на преобразование, но все же старалась держать эфирские традиции. И тут из стола моей реальной жизни прилетает бомба моему творчеству. Немного личных подробностей, но я в очередной раз попала в больницу. В свой день рождения. Изначально я не критично травмировала спину о коварный северный лед. И выйти я должна была довольно скоро, неделя максимум. Но когда врачи посмотрели на мои анализы крови и мой критически низкий уровень гемоглобина и железа, меня закрыли еще на 3 недели принудительного лечения. Из этой больничной тюрьмы меня спасло то, что я там жестко траванулась. Год говна! Однако после возвращения в мир я была в крайне убитом состоянии. Психика была раздолбана, я была очень подавлена, загнана в депрессию и восстанавливалась месяц после этой катавасии. В это время, кстати, я столкнулась с еще одним травмирующим событием. Я узнала, что файл с легендарным комиксом «Жизнь прошлого до» 2020 года повредился, и его уже не восстановишь. Весь этот, хоть и очень кринжовый, но легендарный шедевр для своего времени, просто повторил судьбу своей главной героини. Когда же я пришла в норму и постепенно начала налаживать свою жизнь, случилась наихудшая трагедия. Я утратила свою монетку-талисман. А она просто исчезла с моей шеи среди белого дня. А пропажу я обнаружила не сразу. Меня это сломало. Я неделю практически ничего не ела, не спала и не улыбалась. На эфире был объявлен траур.
Такого издевательства над собой от жизни мне еще не доводилось терпеть. Соболезную тому человеку, кто решил прикоснуться к моей ценности. Я не стала фиксировать дату и хочу стереть это событие из жизни. И вы его не вспоминайте. Просто знайте, сейчас при мне есть моя монета. Я не прервала своих страниц сюжета. Естественно, данные происшествия одно за другим, да еще и летом, в самое трудное время для вашей Дарики Эфирки, не пошли мне на пользу. И моя производительность окончательно упала. На это дополнительно оказала свое влияние творческая революция, которая бустанула, но очень замедлила тайминг создания нового контента. И на 4-м дне рождения канала мне пришлось, вырвав сердце, сказать, что я не могу больше совмещать ведение канала и создание комикса ЛЧМ. Сделала выбор именно в пользу второго. Да, для тех, кто не знал, куда я исчезла, хотя все, кто интересуется моим каналом, давно сидят в моих дополнительных сетях и все знают, я ушла на отрисовку собственного комикса. Я думаю, что сделала правильный выбор, ведь эта история должна быть рассказана, хотя бы ради себя и моего прошлого. Но приступила я не сразу к делу. Я еще пыталась спасти канал. Единственным выходом мне тогда казались разговорные видео, которые меня не раз так спасали. Но из-за того, что я не могла отрисовать спрайты, я потеряла 2 месяца впустую. Просто непростительный фейл. Потерять и канал, и время на отрисовку одновременно. Сейчас я уже полностью сделала упор на ЛЧМ и снимаю это видео потому, что уже закончила отрисовывать кадры вручную на бумаге. И весь декабрь я могла посвятить новогоднему видео. Финальный штрих от этого года – снег. У меня случилась натуральная истерика, когда снег не мог нормально выпасть, и наступление зимы отставало от северных часов. Посмотрев на прогнозы синоптиков на эту зиму, я вообще завесила шторы наглухо, чтобы не видеть это безобразие за окном. Но северная зима все равно, к моему великому счастью, взяла свое. Какое там ваше потепление климата? Мне пофиг, я в этом не участвую. Нате вам, снежок в харю! Спасибо! Я думала, что лихой 2022 год станет самым худшим годом в моей жизни. Но нет, 2024 его переплюнул во все. Этот год я еще хочу посылать сильнее, чем 2022. Однако... Какое нафиг однако? В 2022 хоть что-то хорошее и достойное было. А тут я даже вспомнить ничего положительного не могу. Ну, если только я завершила лист номер 4. Какая ирония. Лист 4 я закончила в 2024 году на 1044 попытке на 4-м году его существования. Прокляни мою... Я еще Амина Вики создала, хотя тоже не без неполадок. Революция творческая случилась, хотя в нашей эфирской ситуации это благостью назвать очень сложно. Но 2024 назван годом нейросетей. Все потому, что именно в этом году они активно прорвались в открытый доступ. Ну, или по крайней мере, в моей жизни. Было много экспериментов с разными видами нейронок, в том числе тот самый эксперимент с нейросетью в мае прошедшего года. Да, у него пока нет еще названия,
Тогда было не до этого совсем. Ну и летом с помощью нейросети я смогла прикоснуться к музыке и сделала свой первый альбом песен. Представляю, как некоторые совята сейчас офигели от того, как много произошло за кадром. Тем не менее, 2024 год – это позоры, переносы, отмены, многочисленные неудачи и потери. Он войдет в историю эфира как наихудший год. Да пошел ты, 2024. Однако... А вот теперь уже хорошее однако. Наступает 2025 год. И он действительно будет особенным для эфира. Потому что в 2025 году будет десятилетие эфирскому творчеству, а канал Эфир отметит свой 5-й день рождения. Такое сакральное событие однозначно получит свое внимание. Говорить о планах после минувшего года его событий теперь очень сложно. У меня, конечно, есть свой личный список, но до поры до времени какие-то пункты в нем останутся за мной. Наша главная цель – остаться вместе и жить. Эфир жив, пока мы с вдохновением, и вы, мои совята, дышим творчеством. Эфир однозначно уже не будет прежним со всеми его нынешними обстоятельствами и переменами. Но я очень надеюсь, что его новая страница в жизни откроет его с новой стороны. И сейчас настало время моего личного проекта. Комикса «Лагерь черной мести». Все это время до моя история писалась, а теперь пришло время ее красиво рассказать. Переверни страницу в Новый год. Настал первого сияния черед. Душа искрометным пламенем мечты объята. С новым 2025 годом нас совята! Что такое вдохновение? Точно! Забыла! Танец! Ну что, потанцуем?